Он расстегнул воротник. Что случилось? Теперь здесь немного песка. Это, вероятно, черпаловидная трещотка. Большое спасибо за то, что присоединились ко мне, и, пожалуйста, подпишитесь. Привет, замечательные люди интернета, как у нас дела? Меня зовут Сэм Скотт Торн, я преподаватель вокала из Глазго. Хорошо, мы собираемся вернуться на планету Димаш. А теперь посмотрим последнее видео, которое я снял, День Иканы. Я не знаю, правильно ли я это говорю, но вот это видео. Я подумал, что хочу посмотреть что-нибудь живое. Давай посмотрим что-нибудь, например, на сцене или без микрофонов. Вот здесь у нас есть микрофон, но он определенно находится на сцене. Это происходит, когда у меня есть ты, чего я еще не слышал. В названии песни написана новая песня, так что это может быть что-то новенькое. Кто знает. Но мы собираемся пойти и послушать, что мы думаем. Ох. Saucy. Это дерзко. Окей. Так что у нас получается немного больше поп-музыки. Я так чувствую. Это очень-очень мило. Начало получилось очень плавным. Прекрасный звук и легкая крещендо, как будто он стал чуть громче, появилась небольшая волна. Войди в это прекрасное вибрато. Я имею в виду, что он прошел классическую подготовку, так что вибрато получается таким мощным. Оно создается за счет того, что щитовидная хрящ раскачивается или наклоняется и создает колебания высоты звука, когда складки просто делают что-то вроде этого. Я в восторге от этого. Я не знаю, в каком направлении это будет происходить, так что давай продолжим. Я знаю, что это очень-очень быстрое место. Этот маленький поворот был просто великолепен. Именно здесь ты переходишь от грудного голоса к голосу. Ты действительно прекрасно себя контролируешь. Это был явный переход из одного регистра в другой, но сделано это было очень-очень мягко. И в конце рифа тоже, так что это просто как маленький щелчок в этом легком нежном месте. Это восхитительно. That was really nice. О, это было действительно здорово. Здесь звучит этот прекрасный, прекрасно поставленный голос. У него снова очень красивая вибрато. Все его вибрато просто великолепны, так что этого вполне достаточно, чтобы произнести немного вибрато. Единственное, что я скажу, так это то, что в треке, которому он подпевает, есть бэк-вокал, и когда зазвучал припев, они были действительно громкими. И я не слышал его так сильно, как хотел бы. Я бы хотел это сделать. Но это же звукорежиссерская работа. Это никак не связано с его голосом. Все дело в том, как была выстроена постановка. Мне действительно приятно слышать его голос и в таком состоянии. Я почти уверен, что многие люди, возможно, предпочли бы, чтобы это было выступление на телевидении или в студии, где все было бы по-настоящему чисто и можно было бы выделить отдельные моменты. Но мне это действительно нравится. Мне нравится, что это как-то сочетается с сорняками, если хочешь. Это действительно вкусно. Что это был за риф? What? Что это было? Я не собираюсь возвращаться. Это был безумный риф. Я думаю, что он шел вниз, вверх и снова вниз. Димаш, почему ты так поступаешь со мной?
Very nice. Это очень мило. Он контролирует свои мелизмы, рифы, пробежки, называй как хочешь. Он действительно очень хорош. У него наверняка есть набор труб. Я имею в виду, что мы все это знаем. Этот припев по-настоящему сильный, он по-настоящему зажигательный. Он, очевидно, специально для этого и выступает. Якоря – это группы мышц в теле, которые помогают стабилизировать гортань. Так что ты не прикладываешь слишком много усилий к этой крошечной структуре. Ты как бы распределяешь усилия по всему своему телу. Если ты этого не сделаешь, то, скорее всего, в твоем голосе появится напряжение, и тогда все быстро пойдет наперекосяк. Так что он знает, что делает. Вот так он выглядит просто, он просто как колонна силы, и это идеальная, совершенная поза, в котором можно создавать эти более мощные звуки. Gorgeous. Он великолепен. He popped his Он collar. расстегнул воротник. Just a man in a man's world. Что случилось? Теперь здесь немного песка. Это, вероятно, черполовидная трещотка. Черполовидные железы – это те органы, которые управляют вашими голосовыми связками, если можно так выразиться. А этот дребезжащий звук возникает просто из-за того, что они как бы двигаются. А теперь, если ты как бы мягко добавишь это в свой вокал, у тебя получится. Слышишь это? Это почти как вибрирующий звук. Он действительно углубляется в те части своего голоса, с которыми я не очень хорошо знаком. Как будто это очень разговорная речь, в ней не так уж много вибрато за все время. Он не создает таких резонансных мест. Он делает это довольно легко и довольно прямолинейно. Временами это звучит почти пронзительно. Просто в этом есть какой-то поп-элемент, который я имею в виду, конечно же, есть, потому что он просто обладает всеми необходимыми навыками, когда дело доходит до вокала. Но интересно услышать это в полной песне без какой-либо оперной партии, которая как бы выходит на передний план, если тебе нравится. Обычно все происходит наоборот. Как правило, в этом звуке слышатся крошечные проблески, а затем много оперы. Все происходит как раз наоборот. Мне это нравится. Love it. Making an end. Вот это на заднем Who's that in плане. the back? These days. Там есть трек или бэк-вокалист, который находится очень низко позади него, но это такой грязный звук, что он как бы выпрыгивает из-за него. В этом низком звуке, вероятно, есть немного резкости. Вот почему я слышу его чаще, потому что на самом деле создается некая частота, которая возбуждает барабанные перепонки. Так что, возможно, у Димаша сейчас этого нет, а потом это делает бэк-вокалист, и это просто нарушает баланс вот так. Так что я больше слышу более низкого парня. Либо это так, либо он находится слишком высоко в миксе, и ему нужно буквально чуть-чуть снизить громкость. На мой взгляд. But when I come home to your sweet home, your mind's like open. I've got my right or die in my arms all night. Not gonna lie, because this time, 'cause I am feeling alone on this side. Not gonna lie, not to lie when I come Oh my God. А теперь перейди на тоненький-тоненький свист. Я только что. Димаш, ты слышишь, что я имею в виду, когда говорю, что когда начинается припев, голосов становится больше, и они как бы перекрывают прямую трансляцию Димаша. Теперь я думаю, что либо он, возможно, начинает немного выделяться голосом. Da-da-da-da, da-da-da-da-da-da-da. Здесь наверху как-то тихо. Так вот, когда у тебя есть, например, женские голоса или трек, в котором есть что-то похожее на звуки, потому что они звучат более напыщенно для слуха. Я не знаю, меня там не было. Я должен был бы пойти и испытать это вживую. Но это именно то, что я слышу из этой конкретной видеозаписи. That run.
В этой фразе звучит настоящая стаккато. Это звучит почти как пение скэта. А скэт-пение — это когда ты, по сути, имитируешь инструмент своим голосом. Ему нужно очень хорошо контролировать свою подачу, форму и артикуляцию, это просто невероятно. А еще этот риф. Этот риф просто безумный. Мне действительно нужно замедлить темп и понять, сколько нот он берет. Я мог бы это сделать. Если у меня будет время, я обязательно это сделаю. Я так и сделаю. Если бы ты был на этом концерте или был на концерте Димаша, где он одет в серебристый, почти как фольга, алюминиевый костюм. А у них на сцене есть бэк-вокалисты. Расскажи мне об этом в комментариях. Я должен знать, потому что они там создавали странную гармонию. Это было круто и мне понравилось, но в этом был какой-то диссонанс, который я не уверен был преднамеренным. Так там были живые бэк-вокалисты? Дай мне знать. Сделай пробежку. Do the run. А потом все продолжится. Сколько их будет? Это 1 000 000 банкнот. No. Я имею в виду. I Привет. mean, Привет, Димаш. Привет. Боже мой. И что ты можешь сказать о Димаше? Он просто фантастический. У него такой голос. Он делает все. Он настоящий швейцарский армейский нож для голоса. И этот риф просто безумный. Я не знаю, я на самом деле не знаю. Это все. Этот риф я буду разучивать всю следующую неделю. Давай просто скажем так. В любом случае, это было круто. Мне нравятся эти живые выступления Димаша, которые как будто сняты на телефон. Это весело. Если у тебя появятся еще такие же, дай мне знать. Пришлите их мне, и я посмотрю. Так что я надеюсь, что тебе понравится моя реакция. Если тебе понравилось, пожалуйста, поставь лайк и поставь большой палец вверх внизу. И если ты хочешь увидеть от меня больше, нажми подписаться, позвони в колокольчик, и в любое время, когда у меня появится новый контент, ты узнаешь об этом первым. Так что думаю, все, что мне остается сказать, это огромное спасибо за то, что присоединились ко мне. Я не знаю. Так что думаю, все, что мне остается сказать, это большое спасибо за то, что присоединились ко мне. И, пожалуйста, подпишитесь. Это самый грязный риф в мире. Это было просто сенсацией. Anyway, bye. Love you. Вот и все, что было на самом деле. В любом случае, пока. Я люблю тебя. Пока.